Ребят, всем привет, с вами Team Spirit, Панта, и сегодня будет гайд на Варгу на позицию 5, а после меня Мага уже расскажет, как уничтожать героя на позиции 3. Поехали. Чтобы Варга полностью раскрывался на позиции 5 в игре, нужно, чтобы выполнялось 3 условия. Первое условие, желательно, чтобы было что пуржить с противников, то есть какие-то сильные бафы, что-то типа третьего скилла Эмбера, какой-нибудь реген Оракла, либо какие-то негативные дебафы на союзных героях, то есть, допустим, когда соперник кидает на вас Vessel, и любые другие негативные эффекты, которые можно развеивать простым развеиванием нормальным, то уже Варга делает часть импакта. И можно сказать, что он полезный. Также Варга не самый сильный лейнер, он милишник, и тычка у него достаточно маленькой дальности. Хотелось бы, чтобы с Варга лейнил только рейндж-герой. В данный момент в мете есть Клинкс и SF, и некоторые люди еще любят Виндрейнджер, поэтому в комбинаторике вместе Варга и эти три героя могут быть очень сильными на линии. И третье условие, которое хотелось бы, чтобы выполнялось, чтобы в игре был какой-нибудь прокастер чистого урона или магического урона, и когда Варга будет иметь уже третий скилл и замаксит его, он просто по кулдауну этой способности кидает его на своего прокастера, к примеру, на Лину, или на Пака, или на того же Шторма, и пускай они уже летят и всех там где-то убивают, а он просто дает дополнительный урон. В целом у Варга очень приятная тычка, большая, и анимация у нее достаточно быстрая. Неплохо так армора. Вот. И в большинстве своем свой закуп будет один и тот же. То есть вы берете просто танго, гранатку, стик, пару веточек, сентри, и можно взять еще одну порцию танго. Если рейтинг большой, то иногда еще люди смог покупают в самом начале, чтобы постараться с самого старта либо найти First Blood, либо собрать больше рун за счет того, что вы в смоке, противники вас не видят. Если вам не хочется покупать смок, то можно взять дополнительную веточку себе. Именно на линии чаще всего стоит брать первый скилл, потому что это ваш нюк, он стоит немного маны. Если вы с какого-то вражеского героя можете снять положительный баф, то он еще вам даст хп реген, что достаточно приятно. Ну и в целом, для того, чтобы размениваться, просто деретесь, жмете язычок, и герой к вам подтягивается, и вы дальше его бьете. Когда у вас уже появляется уровень 2, старайтесь комбинировать второй скилл и первый, то есть сначала вы кидаете второй, и когда соперник пытается выбежать из него, вы его обратно туда затягиваете языком. В целом, раскачка на Варга, она очень индивидуальна, то есть зависит от игры в игру. То есть если в игре очень много, что вам есть диспелить, там, вы играете в какого-нибудь Свардара или в того же Эмбера, то вы можете максить первый скилл и как можно чаще его нажимать, спасая союзников, снимая с них эти отрицательные эффекты и получая для себя дополнительный реген. Но если таких спылов в игре особо нет, но у вас, допустим, есть пак или шторм в миде, то вы можете просто раскачаться язык 2, второй скилл 2, и потом уже начинать максить третий скилл. То есть у вас будет раскачка на 6 уровне 2-2-1-1, а потом 2-2-4-1. Вот. И просто нажимаете Move на своего мидера и кидаете на него третий скилл, параллельно еще дополняя это ультой, и все, он уже всех уничтожает. А если так вот, к сожалению, в игре получилось, что вам и снимать нечего языком, и у вас каких-то прокастеров в команде нет, кого можно подбафать, то вы просто максите второй скилл, потом берете еще на 10 уровне правый талант на урон со второго скилла и стараетесь делать максимальный пак драки за счет притопки. Просто даете больше контроля, замедления и больше урона. И если драки не происходят, то просто старайтесь максимально фармить этим скиллом, толкать линии, потому что вы можете спокойно с кустика скинуть этот скилл, и вероятность того, что вас убьют, будет маленькая, вы его скинули, убежали и все. А пачка уже запушится, голда получится. Вот. Ну и также лес приятно им фармить. В целом, что делать на линии на этом персонаже? Если ваш керри может контролить рейндж крипа, то вы просто хараситесь, с вражескими героями стараетесь первый скилл тратить как можно чаще, потому что он стоит так много маны,
и дамажить соперника, а полностью раскрывается сила этого героя на линии на втором уровне, когда вы можете нажать в вражеского героя второй, потом потянуть обратно языком в этот же второй скилл, и желательно, чтобы ваш керри, с которым вы стоите, под это давал тычки, либо еще и скиллы туда накидывал, если есть такая возможность. Если, допустим, ваш керри не может добивать рейндж крипа, то чтобы вам его не денаили, не стесняйтесь, просто можете языком добивать рейнджа. И за счет того, что у Ларга приятные статы, старайтесь не пускать вражескую четверку на ваш small camp, старайтесь его разблочить, старайтесь заблочить big camp, а когда четверка идет, теряя лицо, пытаясь заблочить своим телом вам small, просто ее бьете, даете ему язык, бьете. Ну и также, если он будет стоять и пытаться заблочить кэмп в тайминг его появления, то накидывайте туда второй скилл, также его туда языком возвращаете, и он будет терять очень много здоровья за счет этого. А в целом на втором уровне, я думаю, нажимая второй скилл, потом первый кидает туда гранату, если ваш керри подойдет, то хотя бы чуть-чуть вам поможет, чаще всего вы сделаете first blood. Также Ларго достаточно противный герой для того, чтобы драться с ним на лотосе, потому что, опять-таки, второй скилл раскрывается полностью, если вражеские персонажи в нем стоят, а на лотосе, чтобы его забрать, надо стоять, как все знают. Вот, поэтому на лотосе чаще всего следует драться. То же самое касается руны экспы. Если вам нужно помогать защищать свою, телепортироваться, либо вы хотите из позиции силы бежать на вражескую, то, опять-таки, вражеским персонажам будет очень неприятно стоять в ней под этой притопочкой. Также не забываем помогать приходить под мид и контролить активки для вашего мидера. То есть 6-я, 8-я руна, если в матчапе это требуется. До этого мы еще не затрагивали ульту. В целом ульта, я считаю, очень полезная, достаточно ситуативная. То есть иногда нужно прибавлять скорость передвижения союзникам, если вы хотите догнать, либо чтобы убежать. Если лечить, то лечить. Ну а если вы, допустим, понимаете, что вы уже деретесь с соперниками, у вас все фуловые, хилить смысла нет, то еще и можно дополнительный урон накидать. Главная фишка ульты Ларга в том, что она добавляет не только тимфайт, но еще и то, что вы за счет дополнительной атаки спокойно убиваете Рошана. Если вы заходите туда пятером и Ларга всех бафы, то вы достаточно быстро его забираете, а также на Торменторе. А после того, как вы убиваете либо Рошана, либо Торментора, вы уже переключаетесь на хил и очень быстро выхиливаете все, что потеряли. Итак, подытожим. Если в игре есть много бафов или дебафов, которые стоит снимать с союзников или соперников, то вы раскачиваетесь 4-2, 1-1 и бегаете, кидаете третий скилл на себя для дополнительного урона, либо на союзников. Если в игре нечего пуржить, но у вас есть маг-прокастер, то вы качаете третий скилл, ваша раскачка выглядит 2-2-4-1, и просто бегаете за ним и нажимаете на него. Если в игре вам нечего пуржить и некого бафать, то вы просто качаетесь и стараетесь максимально дать много импакта вторым скиллом и раскачиваетесь до 2-4-1-1. Вот так вот. Айтемизация. В принципе, достаточно универсальный закуп сейчас — это берете сначала апнутый стик, на линии с надо рейндроп. Если рейндроп не нужен, то его не берете, но чаще всего он нужен. Потом покупаете арканы, чтобы у вас всегда была мана. Герой очень манозависящий. После этого покупаете себе Holy Locket, потому что Holy Locket, он очень приятно собирается, дает много статов, и за счет его пассивной и активных способностей вы можете очень быстро в файте и вне файта вхиливать как себя, так и союзников. Из-за того, что Holy Locket дает максимально эффективное прибавление к здоровью, даже когда вы накидываете союзнику один заряд, то старайтесь его нажимать просто по перезарядке, особенно в тимфайте, а дальше уже более ситуативно. Если вам выпадает с Торментора шард, или вы покупаете шард, то потом уже шардом надо целиться в предметы, которые можно кинуть сразу и на себя, и на союзника. То есть это какой-то глиммер, это какой-то солар. Смотря какой драфт у соперника, если у них много маг урона, то лучше глиммер, если у них много физы, то лучше солар. Или если вам стоит подбафать своего кора, чаще всего, как я уже говорил, с Ларго хочется иметь какого-то рейнджа типа SF, а такие герои обожают солар. Если у вас нету шарда, то сначала можно выйти в грифсы, потому что вместе Holy Locket и грифсы дают очень много хила, плюс дополнительный диспел себя. То есть вы где-то в драке сняли с союзника языком дебаф и боитесь, что вас могут убить, а вы бац, и грифсы на себя нажали, и уже кайф. А потом уже выходите точно в шард, если вам не выпал, или вы не убивали Торментора. Вот. И потом уже покупаете себе не сразу уже после грифсов Локета глиммер, а можете выходить в какие-то более дорогие предметы, что-то типа линки или лотуса. И за счет врожденной способности Ларга, которая делает все эффекты, которые вы накладываете на себя и на союзников, длительностью дольше,
то Линка и Lotus становятся очень сильными и очень неприятными для соперника, особенно Lotus, потому что очень долго ваших союзников, если будут нажимать скиллы, то спел будет отражаться обратно. В драке старайтесь держаться как можно дальше. Максимально импакт давать от этого героя, это вы должны просто хилить и пуржить по возможности. То есть вы хилите, потом вы отменяете хил, быстро снимаете союзника, подтягиваете его, спасаете, если надо, кидаете второй скилл и потом снова продолжаете хилить. Старайтесь не заходить в драку глубоко, потому что, несмотря на то, что герой силовик, то все равно его убить достаточно легко. А вот если вы стоите сзади и просто хилите, то вы делаете максимум. То есть, когда идет драка, вы просто бегаете, хилите через ульту, потом, если на вашего союзника нападают, то вы имеете возможность подтянуть его, откинуться и дальше хилить. Вот так вот. То есть вы просто стоите сзади как можно дольше, накидываете Holy Locket, накидываете Глиммер. Даже если вы нажмете на себя Глиммер, он все равно на ближайшего союзника нажмется вот так вот. И вот так вот это выглядит. А когда вы уже понимаете, что вас, скорее всего, не убьют, то уже можно как король забегать в драку, также подхиливать, давать уже мувспид союзникам, чтобы догонять соперника, чтобы никто уже от вас не убежал. В целом, я считаю этого героя очень сильным, но, как и было сказано до этого, желательно, чтобы соблюдались все условия. Если условия не соблюдаются, то этот герой будет давать мало в игре. Если они все соблюдаются, то он будет давать намного больше, чем обычный саппорт. Поэтому, особенно если вы играете в пати и можете делать так, чтобы Варга раскрывался по максимуму, то советую вам на нем играть. Он не только импактный, но еще и веселый. А чтобы герой в лите максимально раскрывался по максимуму, то после того, как вы уже накупили все саппортские шмотки, можете покупать себе еще и Аганим. И вы будете не только хилить и давать дополнительный урон одновременно с союзником, но еще и дамажить врагов. Думаю, в тимфайте это сильно. Это все от меня, ребят. С вами был Панта. Дальше Мага уже расскажет, как уничтожать этого героя на позиции 3. Всем спасибо, кто слушал. Теперь, друзья, я расскажу вам, как играть на Варга третьей позиции, что покупать, что делать вообще, и что вообще из себя представляет этот герой на третьей позиции, и в чем он отличие от пятерки. Варга хорош в таких драфтах, где нету прям большого количества станов, нету прям сильного burst дэмэджа, где он может потихоньку выхиливать и потихоньку убивать врагов. Ему тяжело играть в Свена, в Клингза, в Свардара, в Биста. Также хороший игрок против Варга — это Shadow Demon, который просто уржит все его способности. Он даже не может потянуть с первого спла. Вот. Чуть-чуть притягивается, но этого не хватает. Также что еще? Он пуржит второй его спел, он пуржит и урон. Вот, у него нету ни урона, ни замедления, ни второго, точнее, только хил работает в ульте Shadow Демона, и все. Поэтому это один из лучших против него героев, и в ШД точно не стоит пикать Варга. Варга скорее такой герой, он не инициатор и не фронтлейн, потому что этот герой зависит от пика. Если у героев нет прям какого-то сильного большого дэмэджа, то он может выступать где-то в роли фронтлейна, больше впитывать способности, идти первым, но инициировать драку ему как такового нечем. Это просто герой, который будет там в середине файта бегать, там, играть на своей балалайке и наносить урон и хилить. Или усилять своих союзников. Ну, если, в принципе, вы против нет какого-то burst дэмэджа против него, то он может выступать в роли фронтлейна. Там с подбором еще необходимых предметов. На этом герое очень важно быстро вынести Аганим как можно быстрее, поэтому вы можете использовать два закупа. Если у вас все хорошо на линии пойдет, и вы это чувствуете, то вы можете купить вот такой закуп. Точно не знаю по цене, как это будет. И ключевое, что вы делаете, это вы не апаете в нуль, это не в брейсер, а покупайте нулик, гаунтлетку оставляете на потом, покупайте стик, потом покупайте ПТ и какой-то типа рендроп, либо сейдж маску. Перчатку оставляйте просто на потом, дальше покупаете по чуть-чуть Аганим, и только после Аганима покупайте Soul Ring, потому что до Аганима этот герой не нуждается в Soul Ring, так как он не тратит так много маны, как с ним. Либо же это закуп чисто на такую линию, где прям у вас очень все хорошо идет. Если же нет, то вы просто можете себе купить там обычный закуп, это вот такой примерно. Может, там еще на третью ветку хватит, я точно не знаю, но примерно вот такой закуп. Дальше покупайте просто брейсер, арканы, апаете стики и вот так бегаете. И по чуть-чуть уже начинаете покупать каждую часть Аганима. Где-то можете купить Windways, где-то можете купить рендропы, но советую на расходниках чуть пожмотиться, потому что все же
нужно побыстрее гоним. По раскачке тут есть два варианта, я думаю. На первом левеле, конечно, качаете первый спел, просто потому что это слишком сильное спаунование. Он против многих саппортов сейчас в метовых очень хорошо работает, против Варока, против Джакира. Если на вас, там, я не знаю, Джакира нажимает огонь, вы просто можете спуржить. Он пуржит абсолютно любые кнопки. Кроме ультишардиона, как мы заметили до этого. И в целом еще помогает на линии контроля ренжа, где-то убивать его. Потом вы качаете второй спел. И потом уже на третьем смотрите. Если у вас на линии есть какой-либо стан долгий, это либо Леон, либо Раста, вы можете взять второй спел в 2, тем самым под контроль, просто будет больше дэмэджа, а потом уже вы дамагшиваете первый спел. Если же у вас нет прям такого продолжительного стана, то можете просто взять первый в 2. Это тоже, в принципе, нормально. Они оба спела хорошо скейлятся, вы с этого ничего не потеряете. Старайтесь замаксить первый сначала. На 6-м можете не брать ульт, он очень редко может пригодиться вам. Третий спел мы до сих пор не качаем, дальше качаем второй. И вот на 7-м мы берем уже замакшенных лягушек, чтобы они могли убивать пачку. И на 8-м можете где-то не брать первый спел уже в 4, потому что к этому моменту уже, скорее всего, линия закончится, а этот спел, как мне кажется, эффективен, зачастую бывает только на линии, чтобы там подпуржить, кринжа добить, там, типа, пробить что-то где-то или все. Дальше, после этого, просто уже можете спокойно пылесосить там леса, стоять до конца там на своей линии. Вам никуда абсолютно не нужно подключаться, это не прям ваша задача. Вы просто стоите там на линии, что-то большой фармите кэмп, маленький кэмп фармите, лейн фармите, короче, вам надо просто фармить Аганимо. Без Аганима ваш герой заметно вносит намного меньше импакта. Когда вы качаете ульт, когда у вас остается последняя часть Аганима, то есть если у вас там 2 части осталось до Аганима, вы можете прокачать третий, чтобы просто накинуть на себя, где-то больше дэмэджа нести крипам, быстрее типа зафармить. И в принципе ульт вы качнете только когда вы понимаете, что у вас там осталась одна часть, там 1000 голды, типа где-то сможете прокачать ульт заранее. Либо просто по ходу скимпоинт оставить. В целом герой сильный, по статам. У героя очень хорошие начальные статы, у него 4 армора, 66 урона, там хп реген, плюс-минус такой нормальный. ХП тоже, в принципе, достаточно. У героя есть рейндж-контроль, тоже нюк, который стоит мало маны, не так много кулдаунится. И в целом вы просто стоите, спокойно добиваете крипов, у вас пауэрспайки будут на левеле там 2-м, 3-м. И зависит тоже от вашего саппорта. Но я думаю, на первом левеле очень трудно убить Наварга, вот на 2-м уже можно. Как раз таки для него такие герои подойдут, у которых есть какой-то контроль на линии, плюс-минус. Это либо Вилка, это либо Леон, либо Раста. Вообще самое имбовое для него это либо Вилка, либо Раста, потому что вот у Раста как раз таки очень много контроля, и под этот контроль Варга может очень много так навесить люлей за счет второго спла, за счет тычек. У него тычка тоже очень приятная, крипов очень легко тоже добивать с ним. В мидгейме примерно у вас будут такие шмотки. Возьмем 15 левел. У вас все спулы макшные уже. Таланты берете на 10-м на урон от лягушек, то есть правый. И на 15-м тоже правый талант. Это очень сильный талант, пока его не понерфили, он очень много урона наносит на самом деле за счет ульты. В мидгейме просто бегаете, фармите крипов, наносите много урона. Варга тоже не такой прям герой, который сразу убивает, он наносит по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Пока вражеские герои пытаются вас убить, либо ваших союзников, вы их просто подхиливаете и параллельно с этим наносите им урон. То есть им тяжело убить, и к тому же они еще умирают потихоньку. Дальше, когда у вас уже появляется Аганим, вот такой примерно заков, вы покупаете Каю, и после Каю уже смотрите. Если, в принципе, вам не горит БКБ, вы можете взять Каю Сэндж и после этого только взять БКБ. Но, мне кажется, БКБ практически в любой игре нужен у Варга, только если у врагов нет вообще никакого стана, ничего там из контроля. И вы можете просто скипнуть БКБ и купить себе там либо Шиву, либо Бладстоун. С Бладстоуном начинается очень много хила, и там файты где-то вы можете 1x5 просто, если на вас нет какого-то контроля, просто можете 1x5 драться спокойно. Кидать на себя третий и взять ульт, и все. Там, в принципе, герой все отхиливает, абсолютно весь дэмэдж. Где-то можете еще купить шард, в зависимости от того, с кем вы играете. То есть, если у вас в команде есть либо Шторм, либо Бэтрайдер, либо Primal, либо Тиник. Какой-то прокастер, у которого кнопки быстро кулдаунятся, и, в принципе, им нужен какой-то призма на коста. Ну, типа Шторм. Шторм идеальный вариант, я не знаю. Шторм с лягухой — это очень сильная комба, потому что Шторм где-то пуржит с ним в этом спуе, которые ему неприятные, бафает его дэмэдж там несколько раз, и просто параллельно с ним вместе в файте они бегают, и Варва дает им... Варга дает ему много урона. Ну еще он скиллы тоже ему делает. Мана меньше стоит на 15%. С Варгой где-то игры до лита могут не дойти, потому что обычно это герой, с которым в мидгейме там уже становится все понятно. Либо вас сносят из-за того, что вы все время фармили, и там команда просто уже слишком много без вашего участия вы уже начинаете просто проигрывать, потому что у врагов уже слишком много шмоток, и как бы вы не можете перехилить их дэмэдж.
вы не можете их там убить, вам не хватает просто хп. Или наоборот, врагам не хватает просто уже урона, и они уже просто сдаются и не знают, что делать. А вы за счет этого просто, уже дальше просто шмотки набираете. В лите, если все же игра дошла прям до какого-то лита, то вы берете на 20 левеле левый талант, который будет давать еще вам армор вашим союзникам. И на эффект от песен. Урон от агонима еще больше. Закуп у вас будет примерно вот такой. Больше, я думаю, вряд ли что-то есть что добавлять, только разве что какой-то Ion диск можете купить, если у вас будет там до файта берстить. И, кстати, хотел еще подметить одну вещь. Из-за врожденки у лягушки этой, на ней больше длится танго и фуаска. На обычном герое танго будет длиться там 16 секунд, а на варга там в начале 16 секунд против 18 секунд. 2 секунды где-то лишний танго будет на вас работать. То же самое с флаской. Так что на нем такие эффекты будут дольше работать. Так и работает с БКБ, работает с Ion диском. Даже недавно на турнире там 33 показывал то, что вы можете под Ion диском просто блинкануться. Вот, бегаете, хоп, блинканулись, и все. С варга тебе всегда нужен другой инициатор, потому что у варга нет как такового контроля, и чтобы зацепить как-то врагов, там, застанет, прыгнуть первым, у тебя не получится. Ты просто идешь, опять же, в файте, просто, убиваешь врагов, либо хилишь своих. И я бы тоже не назвал это прям фронтвейнером, это фронтвейнер становится только со шмотками. Все зависит, на самом деле, просто от пика. Если у врагов есть какой-то большой дэмэдж, ты, очевидно, не сможешь поначалу его где-то фронтвейнить. А ближе к концу, там уже со шмотками, Шивой, Бладстоуном, КСН, что там будет там 400 тысяч с лишним хп, ты тогда уже сможешь, фронтвейнить. Ты в лите точно сможешь фронтвейнить, мне кажется. А поначалу, я думаю, ты где-то держишься там чуть позади. Я думаю, героя можно пикать, если ты пикаешь его во второй стадии, и ты не видишь как минимум Shadow Демона, потому что, опять же, повторюсь, Shadow Демон, мне кажется, это главный контрпик варга. Есть также, другой герой — это аппарат, который его контрит, но он не так сильно его закрывает все же, как ШД, потому что он может просто где-то из ульты выбежать, он может купить Ion диск, он может переждать это, урон, и как-то, ему легче играть против аппарата, нежели чем против Shadow Демона. Но я думаю, герой довольно сильный, просто с этим героем как раз-таки нужен просто контроль. Если у тебя нет контроля в команде, если у тебя нет контроля на саппортах, и на корах тоже нет контроля, то, возможно, играть будет это трудно, потому что ты играешь на тройке, а если у тебя на тройке нет блинка стана, то ты конченый. Тебе об этом скажут по-любому. Ты конченый, ты пикаешь жабу на тройку, у тебя нет контроля, и ты полигры будешь фармить. Первые 15 минут как минимум точно, пока у тебя не появится агоним. Но в худшем случае там будешь минут 20 это фармить. Герой, я думаю, вполне пикабельный. Можно играть на нем, можно побеждать. Используйте все то, что я вам про него сказал, что про него сказал Никитос, если вы играете на пятерке. Апайте ПТС, пока не пофиксили.